Всем привет, с вами Тандер, и сегодня у нас пехота. Да-да, пехота в War Thunder теперь не шутка, и я, как один из участников ЗБТ, хочу поделиться с вами своими ощущениями от игры на данный момент. Я буду говорить честно, прямо, открыто, и все дальнейшие высказывания основаны на моих ощущениях. Конечно же, это ЗБТ, и все может измениться, и я надеюсь, изменится в некоторых аспектах. Ну что же, для начала давайте в общих чертах, что мы имеем сейчас. США против РФ. У каждой страны есть набор отрядов, да-да, именно отрядов, об этом чуть дальше. В каждой стране есть зеркальные, можно сказать, отряды по типу пулеметчики, снайперы, штурмовики и CQB. Оружие сбалансировано, и я особых проблем с этим не заметила. В целом, концептуально разработчик старается достигнуть максимального реализма, что и правда приносит иммерсивности, но сразу же мы натыкаемся на огромный минус. В данный момент, я надеюсь, разработчик пересмотрит значение. Тяжелое оружие, ПЗРК, слишком сильно отстает голова от рук. Да, безусловно, в реальной жизни нельзя будет за миллисекунду повернуть тело с ПЗРК на 180 градусов, но ощущается это в игре слишком кисельно, слишком много то ли инерции, то ли плавности. Я считаю, тут можно сделать через именно замедление движения в совокупности с в разы уменьшенной системой, которая сейчас. Скажу так, это не очень критично, но иногда сильно выбивается. Все-таки вы играете за обычного военного, и ваше оружие, которое прижато к корпусу, должно двигаться чуть быстрее. Опять же, это очень сложная тема и большая, как добиться реалистичного движения. Но тут надо что-то делать, не сильно менять, но менять. Хотя в целом в совокупности совсем играется нормально, нужно только привыкнуть. Сама стрельба мне нравится, разве что разброс у оружия иногда слишком большой. Например, у вала можно добавить точности еще чуть-чуть. ТТК — это время на убийство очень маленькое, и это огромный плюс. Вы можете ставить ваншот в голову, и в целом система брони и прочего хорошая. И с этим аспектом все очень круто. Правда, урона от фугасных снарядов мало, очень. Человек выживает от попадания РПГ прям под ноги. Понимаю, что кумулятив, но не настолько же. Сюда же и урон от гранат очень маленький. Само оружие выглядит хорошо, как и модельки персонажей, анимации, связанные с оружием. Все это круто, правда, мне очень нравится. Прицелы, кстати, тоже приятные. Но вот анимации кидания гранат, взаимодействия с лестницами, паркура нужно поработать. Они были не очень и в активной материи, и в Enlisted, и я бы очень хотел, чтобы тут они были лучше. Да и в целом некоторые действия без анимации. Кстати, графически стрельба маловато огня, дыма, как мне кажется. Что касается карты и окружения, выглядит режим сам по себе очень хорошо, визуально это кайф. Локация, представленная сейчас на тесте, красивая и проработанная. Чувствуется вот этот застывший город, боевые действия, очень много мелких деталей. Есть частичная разрушаемость, это когда вы можете взрывать и создавать новые проходы в определенных местах. Конечно же, хочется больше. Техника спорная, безусловно, играется она прекрасно, но из-за количества противотанкового вооружения у пехоты, а это и дроны, и РПГ, срок жизни техники ограничен ее обнаружением. То есть, скажу так, техника сильная, но убивается очень легко и быстро. Ввели дроны, а где мангалы? Вертолеты — единственный минус, связанный с ними на данный момент. Если игрок решит использовать птуры, вы его в реалистичном бою не достанете. Его просто не видно, сильнейшая дымка. А так, вертолеты, если не бороться с ними, машины смерти, которые вырезают все и вся, но и умирают, если на них обратить внимание, очень быстро. И да, Апач все-таки выглядит сильнее, чем Мишка. Кстати, к самой дымке претензий нет, выглядит она красиво. Правда, вот то, что она исчезает, если подняться выше определенного, такое. Думаю, поправят, ибо это очень странно и глупо. Что касается интересного, у пехоты есть дроны. Просто миллион дронов у каждого игрока в отряде. И да, тут на данный момент игра с ботами в отряде. То есть у каждого игрока есть свой отряд из ботиков, который он может контролировать. И у каждого такого бота, как правило, свой гаджет. Есть большой дрон типа крыло, боевой. ФПВшка с морковкой против техники. И Мавик с, я не понял с чем, но видимо с маленькой канистры бензина, ибо при взрыве все загорается. Дроны, а именно ФПВ дрон, управляется очень приятно, прям иммерсивно. Выцеливать и заходить на технику врага надо уметь, но если умеете, техника будет страдать. Если попадете куда надо. Вообще, если сохранять концепцию ботов и отрядов, надо делать отряды более специализированными. Не так, чтобы каждый игрок мог в каждом отряде брать все ФПВ, ПЗРК и РПГ. А так, я бы очень хотел посмотреть на пехоту с более масштабными действиями. Не уровня Hell
сделать луз, но а почему нет? Все упирается в оптимизацию, я понимаю, но, кстати, у меня лично с ней проблем не было на тесте. По крайней мере, я бы хотел посмотреть, как бы все это игралось, если бы были только игроки. Потому что, скажу честно, я против ботов ничего не имею, правда, но они мясо, прям совсем, дофаминовый корм. Можно сказать, и просто вторая жизнь игроку. Но хотелось бы сделать их чуть-чуть умнее, что ли. Хотя на самом деле управление ими уже сейчас достаточное, так что если правильно их расставите, они будут весьма полезными. Из минусов, как я уже сказал, могу отметить слишком сильную желейность действия и да, и пожалуй все, если честно. А нет, забыл сказать, звук. Тут двояко. Звуки сами хорошие, приятные, в домах красота вообще. Общая картина боя хорошая, но нужно много поработать над уровнями звучания, потому что иногда громкие звуки слышны тихо, а тихие громко. Грубо говоря, нужно настроить звуковую гамму боя, тогда вообще будет очень хорошо. И иногда нет звука вообще некоторых действий, словно они на 10 метров распространяются, хотя на текущей карте весь город должен идеально слышать каждый выстрел автомата, а уж про технику чего говорить. На данный момент пехота оставила хорошее впечатление. Это не КС-шутер, и я презираю каждого, кто хочет сделать из War Thunder просто тупой аркадный шутер, как в пехоте, так и в танках. Я напоминаю, что стримеры в большинстве своем вредят играм. Это исторический факт. В пехоте даже сейчас чувствуется душа, проработка мелких деталей. В нее приятно бегать, играть. Да и фармить там можно пока что было нехило. Это отлично. Это скорее ближе, если честно, к скваду и армии, чем к батле. И это неплохо. Очень жду кастомайз оружия, карты большего размера и в целом больше контента. Но сейчас это уверенное, хорошее начало. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике.